день, дорогие друзья! Сегодня у нас встреча вживую. И сегодня у меня в гостях в Coworking Space Дина Тимергалиева, мой давний друг, мы уже знакомы более 8 лет, возглавляет ГККП Даулет Акимата города Астаны. И, кстати, хочу отметить, что Дина единственная женщина, которая возглавляет спортивный комплекс в городе Астана. Помимо этого, Дина возглавляет Федерацию спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития. Дин, спасибо тебе за сегодняшнее время. И мой первый вопрос, который я хотела сразу задать: почему ты согласилась сегодня встретиться? Ну, во-первых, всем добрый день, Айжан, я очень рада тебя видеть. У меня в последнее время редкие вылазки в родной город Алмату. Первое – это то, что ты меня пригласила. Второе – это родной город, родные стены, я здесь родилась. И третье, немаловажно, я давно уже искала площадку, где можно было поделиться с людьми, с моими предыдущими, бывшими коллегами, с друзьями и рассказать открыто, чем я последние годы занимаюсь. Спасибо, Дин. Я знаю, что последние годы у тебя был достаточно такой богатый опыт. Ты работала в государственном секторе, в финансовом секторе, занимала такие ведущие должности. Тебя всегда звали на проекты, которые шли в процесс роста компании. И где-то в 2018 году, когда мы с тобой встретились, ты как раз начала рассказывать, что занимаешься теннисом с детьми с особенностями интеллектуального развития. И тогда я очень сильно удивилась, потому что у тебя взгляд горел. И прозвучало такое интересное слово для меня, которое раньше от тебя не звучало. Это про предназначение. Ты говорила, что это твое предназначение, то, чем ты сейчас занимаешься. И когда ты находишь свое предназначение, то деньги не имеют значения. Даже они не на первом, не на втором, и даже не на третьем месте. Вот мне стало интересно, тогда мы начали такой разговор с тобой, я хотела бы его продолжить по этому вопросу. Как произошел этот переход с успешной финансовой карьеры в общественную работу, где ты нашла свое предназначение? Да, все верно. Я на самом деле помню этот момент, и он всегда останется со мной, внутри меня, в моем сердце. Это произошло в один из дней, когда я ходила на тренировки на велотрек 40. Была любительская группа, по вечерам мы ездили на велосипеде в зимнее время, поскольку в Астане мы не можем себе позволить кататься на улице. И на тренировке всегда был один мальчик, то есть подросток, и он: привет, пока, мы ездили вместе в том числе. И один раз тренер попросил меня, чтобы Дастан за мной цеплялся, то есть садился мне на колесо, есть такое понятие в велоспорте, и вот мы вместе тренировались. Через тренировку он мне говорит: у Дастана аутизм, имейте в виду, как вы себя там, вам удобно, нет? Я говорю: да вообще, никаких проблем нет, пожалуйста, пусть тренируется вместе со мной. А через тренировку уже Бауыржан, тренер, подходит и говорит: его родители хотят с вами познакомиться. И вот мы пошли сесть в кофейне, я с удовольствием познакомилась с его родителями, со Светланой, мамой, поскольку он приходил домой всегда, Дастан, и говорил: тетя, тетя, и они не могли понять, что за тетя. И у нас завязались хорошие отношения. Светлана рассказала про то, что они видят будущее Дастана только связано со спортом, поскольку спорт для него как отдушина. И мы с того периода времени, я с Дастаном, мы везде, то есть мы на велосипеде, мы потом научили плавание, потом ко мне пришла безумная идея в голову научить его играть в теннис, поскольку все мне всегда говорили: вот аутизм, у них нарушение интеллекта, ничего не получится. И я попросила свою подругу Динагуль, чтобы она дала своего ребенка Рамазана, и они вместе никогда не держали в руках ракетку. Мы сняли корт, я позвала своего тренера, я говорю: давайте попробуем, просто попробуем. И вот одна, вторая, третья тренировка, и вот они вдвоем сейчас, Дастан и Рамазан, они как команда Unified, это получается обычный ребенок вместе с особенным.
И мы увидели результаты, что Дастан начал перебивать, мы поставили полностью технику справа-слева, подачу, и начали даже там играть и так далее. И мы решили вот совместно с моей подругой, соратником Динагуль, образовать социальный проект по поддержке особенных детей и именно через спорт интегрировать их в социум, дать им эту возможность. И помимо тенниса мы также вот вместе начали бегать в парке, то есть и к нам начали присоединяться другие родители со своими детьми. И в тот период, получается, я работала как раз в Акимате, в городском столице. И просто настал один вот такой период, что я постоянно разрывалась между основной работой, когда я нахожу свободное время, утро, обед, вечер, я всегда посвящала свое время занятия с детьми. Все, что я умею, как ты знаешь, я активно начала сама, да, заниматься любительским спортом, не только теннис, это и триатлон, плавание. Все, что я умела, я все свои знания просто передаю детям, делюсь, провожу с ними время. И вот в один из дней я для себя приняла решение, что мне важно находиться и пребывать с ними, поскольку посчитала, что для государства я сделала достаточно много и думаю, что свой долг я выполнила. И когда ты сравниваешь, да, на чаше весов, что ты видишь, когда у детей это получается, у них есть какие-то успехи, им это нравится, у них есть эмоции, живые чувства, это ни с чем не сравнимо. Поэтому, находясь с ними, я чувствовала себя вообще прям вот. Есть же такое понятие, как будто вот ты окрыляешься. Вот на самом деле вот такое у меня было чувство и по сей день. То есть мне несложно вставать рано утром и идти, там, например, даже сейчас перед работой в 8 утра там, на тренировку с ними. Спасибо. Мне кажется, это благое дело, когда ты чувствуешь, что ребенок начинает делать то, что он не мог, да, допустим, и другие не смогли его научить. Но вот достаточно трудная, системная такая работа. Как ты думаешь, с какими трудностями ты сталкиваешься? Это вот не только про бизнес-процессы, наверное, а про мышление людей. Какие трудности ты видишь в этом? Есть такая поговорка, мой знакомый тоже, вот мне друг говорит, слово сложно от слова ложь, слово просто от слова рост. Просто нужно жить просто. Соответственно, да, и учитывая, что мы идем с постсоветского, да, пространства, есть такая история, когда была Олимпиада в Москве, в то время, если вы заметили, проходила просто Олимпиада. В тот год не проходила Паралимпиада, потому что руководство Советского Союза в то время сказало, у нас не существует инвалидов. Вот и все. И Паралимпиада вообще, это в истории осталось, она проходила совсем в другой стране. Но это в первую очередь дискриминация по отношению к другим людям, поскольку другие тогда спортсмены, они же тоже каждые 4 года готовятся, хотят выступать, занимаются, там, оставлять свое здоровье. Вот. И, наверное, это отголоски еще той истории. На сегодняшний день ситуация, она изменилась, но в любом случае мы иногда сталкиваемся, наверное, где-то с недопониманием, где-то с какими-то бюрократическими вопросами, они всегда есть и будут, и это нормально. Наша главная задача – это сейчас донести до людей про то, что есть разные люди, просто нужно их принимать такими, какие они есть. И в том числе это вот информировать, да, на площадках, начиная там с дошкольного образования, школьного образования, это информирование посредством соцсетей, там, проводить там, открытые какие-то площадки, сессии, и чтобы все люди пребывали в одном социуме, в одном обществе. Спасибо большое. Теперь я хотела бы поговорить про слово «возможности». Каждый из нас в жизни сталкивается с определенными возможностями, которые влияют на путь, который ты выберешь, да, в жизни. Я вот хотела спросить, назови 3 возможности. Возможно, эти возможности не возможности, а там какие-то, может быть, fail-истории, которые повлияли на твою жизнь впоследствии благотворно.
Ну, возможности мы получаем каждый день, просто мы должны правильно читать их, да, или понимать вообще для себя. Поскольку мы с тобой знакомы и дружим уже давно, ты сама прекрасно застала тот период, когда я была плюс 90 килограмм. Это ни для кого не сейчас, на сегодняшний день, не секрет, в том плане, что я вела хроники под хэштегом «Хроники Колобка». Да. Я это также опять поделилась с людьми своим живым кейсом и опытом. Но на тот момент я не чувствовала себя там закомплексованной, что я там плюс 90 килограмм. Но я считаю, что все равно мне было трудно преобразоваться и вот прийти к такому состоянию, которое я в каком сейчас, например, образе, да, в физическом плане, теле нахожусь. Но для меня на сегодняшний день это прекрасная возможность иметь хорошее здоровье и пребывать в нем. Поскольку я прошла очень, ну, то есть, да, снизу, то есть я перепробовала китайские таблетки, волшебные пилюли, но это ничего не работает. Только волшебный пендель самому себе, это правильное питание, режим ну, сна, да, и это активный образ жизни во всем его понимании. Это отказ от вкусняшек, сладкого, мучного, и полностью я отказалась от алкоголя, потому что на сегодняшний день я понимаю, что мне это не интересно. То есть я получаю полное удовлетворение, там можно даже выразиться, там кайф от жизни, как я сейчас живу. Плюс одна из немаловажных, наверное, возможностей, это когда ты приходишь к познанию себя, опять же, да, через какие-то такие трудности в жизни. Вот, например, в прошлом году у меня был сложный этап в жизни, в личном плане. Я была там, по крайней мере, где-то там от 3 месяцев точно в таком депрессии, да. Но в итоге, когда ты задаешь себе вопрос, прям ну, на чистоту разговариваешь с собой и получаешь действительно истинный ответ, чего ты хочешь от жизни, от себя, и без вот этих, да, что требуют от тебя там родители, общество, родственники там, и так далее. Когда ты говоришь, это опять сложности, которые дали тебе возможность, для меня это возможность прийти к своему, то есть идти к тому, чего требует моя душа, и я считаю, что очень такой у меня резкий скачок произошел в плане духовного роста. То есть я в это верю, я пребываю в этом состоянии, в том числе там медитирую, да, периодически, поскольку постоянно в темпе, там, как белка в колесе, ну, невозможно. То есть в прошлом году меня долбануло так, что я сломала ногу, играя, будучи в теннис, поскольку был тоже такой ненормированный режим, постоянно гонка за чем-то, почему непонятно. Вот. Хорошо, спасибо. Вот мой следующий вопрос, он проистекает из возможностей, через возможности ты приобретаешь новые навыки, но учитывая, что у тебя достаточно сложная работа, ты каждый день сталкиваешься с непростыми такими историями жизни людей, расскажи, пожалуйста, какие твои, вот, скажем так, секретные внутренние двигатели каждый день, которые тебя подзаряжают? Может быть, это будет книга, может быть, это будет какая-то определенная песня, которую тебе нравится слушать. Может быть, это будет, я не знаю, тот же самый спорт, да, в какие-то определенные моменты. Что это? Ну вот я, наверное, в первую очередь благодарна себе. Нужно себя в первую очередь благодарить, любить, чтобы быть благодарным другим и отдавать свою любовь, дарить время, да, тем же детям. Спорт, вот именно, он привнес вот в мою жизнь дисциплину и веру в себя. То есть, несмотря ни на что, ты ну, никогда не сдаешься, ты продолжаешь идти, ты продолжаешь свой путь. И вот эти ежедневные, да, тренировки, потому что триатлон – это достаточно трудный вид спорта, поскольку это 3 дисциплины, это нужно проплыть, это нужно на велосипеде откатать, это надо еще пробежать. Теннис – это интенсивный. Там теннис выигрывают только всегда это головой и еще ногами. Поэтому важно всегда себя держать в тонусе, еще и думать, да, стратегический ход наперед. И когда вот я была раньше колобком, именно благодаря теннису, это был для меня такой, как теннис – это моя страсть и душа.
И я хотела, чтобы у меня получалось в теннисе. Я хотела выигрывать турниры. Ну и, соответственно, мне нужно было действовать, да, то есть через какие-то маленькие-маленькие шаги. И мой тренер мне говорил, у меня время только в 7 утра, я занят. Соответственно, я хочу чего-то, окей, я вставала в 6 утра, ехала на тренировку. И вот утренние вот эти тренировки, они для меня сейчас как своего рода там подзарядка. Поскольку когда у нас встречи, работа, сессии какие-то, ты постоянно, у тебя мозг загружен. И периодически нам нужно, как сказать, разряжаться, а именно мозг. Чтобы мозг отдыхал, это нужно пойти потанцевать, попеть, не читать книги, не слушать что-то. Нужна именно такая живая активность, в том числе там спорт. Все, то есть для меня я могу 3-4 раза в неделю спокойно рано утром ходить либо там на пробежку, либо там сделать Сурья Намаскар, но какая-то должна быть физическая активность, чтобы наш мозг отключился, и это тем самым перезарядка. То есть я сама себя постоянно держу в тонусе. А что такое Сурья Намаскар? Сурья Намаскар Да. это приветствие солнцу. И оно Это тоже тебя из йоги. подзаряжает. Да, это потому что утром ты встаешь, так, все, ты проснулся, классно, пошли что-то сделаем. Все, ты же сам себя настраиваешь на свой день, как он у тебя пройдет. Вне зависимости, кого ты в этот момент встретил. А из книг, если говорить, то есть последняя одна из крайних, то есть нету понятия последней, книга это Дипак Чопра «7 духовных законов успеха». Ну, чтобы не спойлерить, на самом деле у меня так в жизни складывается, что когда я одну книгу открываю, она не идет мне, значит, еще не время. То есть я беру, например, другую, но у меня такая есть привычка, я могу еще одновременно 2-3 книги читать, и мне это интересно. То есть я параллельно там сегодня эту почитаю, завтра другую, третью, и хочу параллельно, ну, быть одновременно там в 3 событиях, да, в 3 событиях, там, например. И вот Дипак Чопра, то есть 7 духовных законов не зря. То есть у нас есть с вами всегда 7 дней в неделю. И каждый день ты проживаешь с определенным, да, намерением. То есть это, например, принятие, отдавать, благодарить, любить и так далее. То есть почитайте, она такая достаточно маленькая и очень информативная книга. Спасибо, полюбопытствую обязательно. Ну вот ты вся такая подзаряженная, вдохновленная, идешь на работу. Я видела на Фейсбуке у тебя очень много видео, где ты танцуешь с детьми, где ты в спортзале показываешь какие-то упражнения, где ты на корте за руку показываешь удары. Есть даже видео, где мальчик поет. Да. Вот как ты вдохновляешь на действия детей? Ты с ними разговариваешь или это вот какая-то системная работа? В первую очередь, мне кажется, это желание. То есть, когда ты хочешь что-то сделать для другого человека, и в первую очередь это желание, второе это действие и доведение, там, завершения до своего конца, какого-то там цикла. Просто я расскажу там один пример, это касается вот Алибека, мальчик, у него также аутизм. Он сильно не разговаривает, то есть ты там, Алибек, скажи привет, он привет, и ты ему так 5, и вот ты каждый раз, когда ты его видишь, каждый раз, и у него что, у него уже складывается, да, там своя привычка, он уже знает, вот Дина идет или там сейчас Дастан придет, у Дастана наоборот, он самый старший у нас, да, ему сейчас 15 лет уже на сегодняшний день, Алибек придет, то есть он пока всех детей не посчитает как цыплят, он не может начать тренировку, он ждет, я говорю, иной раз там он приболел, или он будет в следующий раз, это нормально, то есть, и вот у Алибека, у него чуть-чуть были слабые мышцы, и для него даже было одно время тяжело просто поднять ракетку, не то, что вот показать ему, как это удар справа-слева. И всегда так складывалось, что я волонтерила с ним, поскольку другие ребята, они такие, да нет, День не получится, может ему теннис не пойдет, может давай вот он на плавание пусть ходит, там другими занимается активностями. И я говорю, нет, просто на все нужно время. Давай, Алибек, давай, я в тебя верю. То есть, если даже где-то они отрывисто не слышат наши полные предложения, но они видят, они чувствуют, они такие же люди, как и мы. У них есть эмоции, да, чувства, переживания. И вот раз за разом проходит время, и вот он отбивает там справа, слева,
И кто-то даже подснял. Я говорю, вы видели, смотрите, я же говорил, у него получится. То есть это еще вера, да, вот в то, что ты делаешь, в свою какую-то там, может быть, иной раз безумную идею. Ты передаешь, ты заряжаешь, может быть, ты даже в нем его веру в себя, да, больше там раскрываешь иной раз. И вот даже в этом году, вот я рассказывал, у меня до сих пор вот мурашки, да. И другие дети тоже. Да, и ну, другие видят. дети. И вот у Алибека чуть-чуть мышцы были, тонуса не было в мышцах. И вот даже мы пошли потом в плавание, в бассейн, начали вот заниматься, готовиться к оушенмену. И вот у него вообще ни брас, ни кроль, то есть он плавал как-то по-своему, как вот мы тоже так говорили между собой, как дикобраз там, вот так. И они говорят, ты что, на оушенмен его запишешь? Я говорю, да, запишу. Потому что когда я сама в 2019 году переплыла и сделала оушенмен 14 километров, ну тогда очень много было энергии во мне, дури, может быть, где-то. Мне дарили там рюкзак, например, с оушенмена, там. Я его подарила Алибеку на день рождения и сказала, настанет день, ты станешь оушенмен. И спустя 2 года, вот в этом году в Капчагае, в открытом водоеме, Алибек проплыл 800 метров, ну, с волонтерами сопровождали, я сопровождала Даниала. И он преодолел эту дистанцию. Это была детская дистанция наравне с другими детьми. Организаторы, я их благодарю, дали нам эту возможность. А Дастан тоже, то есть раньше мы вместе тренировались, я как волонтер задавала ему темп, он мой темп превзошел. И я почувствовал и сказал, говорю, я буду с Даниалом, другого мальчика вести. Мы привлекли другого тренера, потому что я уже чувствовал, что темп я этот не потяну. И Дастан, он 1,5 километра проплыл за 30 минут. Это вообще, это космос, потому что это была открытая вода. И когда он вышел с другими детьми, и он приплыл даже быстрее других, он понял эту радость, что все у него получилось. И, понимаете, мы вот радовались и прыгали вот с его родителями, да, то есть ты веришь, ты показываешь, и дети, когда они смотрят на тебя или на других маленьких других детей, там, волонтеров, да, таких как сын Динагули и его партнер, они зеркально повторяют все движения. Все у них получается, даже они где-то, как сказать, они еще больше перфекционисты, такие педанты, у них все должно быть четко. И они вот прям монотонно, спокойно все повторяют. И все у них получается. С ума сойти. Ты ставишь такие цели, которые при первом рассмотрении кажутся трудно достигаемыми. И вот мой следующий вопрос. Наверняка у тебя сейчас уже есть цели, которые ты для себя поставила, в рамках там организации, как будет дальше развиваться то, чем ты сейчас занимаешься. Ты не могла бы поделиться, что дальше вообще в твоих планах? Вот дальше что? Дальше больше, да, как говорится. Да. Мы учредили вот Федерацию, Республиканское общественное объединение, Федерация спорта для лиц в интеллектуальном развитии. И мы ее учредили с республиканским статусом, чтобы тот пилот, который имеет, да, успешный результат в Астане, потому что начали другие люди из других регионов обращаться к нам и хотят также, чтобы мы это движение двигали в других регионах по всему Казахстану. Поэтому мы на сегодняшний день уже зарегистрировали 12 филиалов по всему Казахстану. Но мы на этом не останавливаемся, и сейчас наши планы – это в следующем году войти в состав Международной Федерации. Также мы вот выкупили, как я сказала, домен .org, то есть мы себя позиционируем международной организацией, и я хочу сказать, что мы будем первой страной из Центральной Азии, которая войдет в состав Международной Федерации, где 88 стран уже присутствуют, ежегодно проводятся игры, и именно это не просто занятия какими-то активностями, а именно они заточены на спорт высшего достижения. Я понимаю, что мы, возможно, не успеем залететь, например, в Париж на Паралимпиаду, но Лос-Анджелес однозначно 28-й год. Мы сидим на трибуне, я поднимаю наш флаг и просто радуюсь за то, как наши, которые сейчас дети, а уже в будущем спортсмены будут достойно выступать и защищать наш флаг. Я в это верю, и в том числе мы стремимся к тому, что, например, в следующем году запланируем большую
большой, возможно, форум с твоим участием, с участием других людей, кто отзовется, проведем большой форум, либо конференцию, пригласим наших соседние страны, наших собратьев, это тот же Узбекистан, тот же Киргизстан, да, и вот так, как говорится, с миру по нитке, принцип 5 рукопожатий, он разойдется по всему миру. Супер, я желаю, чтобы это обязательно случилось, и это случится в любом Спасибо. случае. Вот весь наш разговор, он как-то идет вокруг твоей работы, твоего отношения к детям, твоего отношения к своей жизни. А это ведь про твои личные ценности. Ведь все, что ты делаешь, это все зиждется на твоих, базируется на твоих личных ценностях. Вот ты не могла бы рассказать, перечислить свои основные личностные ценности, да? Потому что для меня личностные ценности, они определяют поведение человека вообще во всех сферах жизни. Поэтому было бы интересно послушать от тебя. В первую очередь, это честность по отношению к себе, к окружающим. Это чистота помыслов, это благие намерения, которые каждый день через добро. Например, делай добро каждый день. Даже вне зависимости, что тебе не скажут спасибо, не благодарят. А если даже кто-то тебе будет с критикой хайповать что-то, все равно делай добро. И все. В результате все равно добро победит зло. Я в это верю, и так себя, как бы, мне легче, да, там, позиционировать. И я бы, наверное, сказала про смелость, поскольку, смелость, смелым быть в какой-либо там попытке, в любом случае, в шаге, в действии. И немаловажно это ответственность, поскольку я очень ответственно подхожу к любым вопросам, и важно отвечать за свои действия, поступки и слова. Спасибо большое. Ты создала такую ауру вокруг себя, что было очень так легко разговаривать обо всем на свете, про тебя, про работу. И самое приятное, про детей, что ты для них делаешь. Поэтому мне очень приятно, что сегодня у нас состоялся такой диалог. Поздравляю тебя со всеми наступающими праздниками. Спасибо. И чтобы следующий год принес тебе еще больше радости. Потому что успех — это не только про проекты, а успех — это про то, сколько ты, как ты говоришь, сделал добра для других людей. Спасибо большое. Вам спасибо. Зовите, будем всегда рады. Друзья, я хочу сказать спасибо большое, Айжан, за приглашение в твою студию. И подписывайтесь на канал в YouTube Your Way. Это первый канал в Центральной Азии. Будьте в курсе событий.